Ваши любимые ножницы затупились, а выкидывать их просто не поднимается рука. Сегодня мы с вами наточим обычные канцелярские домашние ножницы в домашних условиях прямо на кухне. Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Я покажу, как это сделать легко и быстро. И покажу пару секретов, которые вернут в жизни даже самые тупые ножницы. Погнали! Посмотрите на их лезвие, насколько оно повреждено. Есть задиры, зацепы, царапки, так сказать, и даже кусками выкрашенный металл. Как с этой стороны, так и вот с этой. Здесь как будто бы резали проволоку. Посмотрите, здесь много-много-много всяких разных, так сказать, повреждений. Следующий, немаловажный факт. Ножницы не должны вот так вот люфтить. Посмотрите. Вот это полотно от этого не должно вот так вот шататься. Посмотрите, в нашем случае полотно все-таки шатается. Есть просвет где-то в миллиметр. Что мы с вами сейчас делаем? Для этого нам потребуется обычный молоток. Обычный молоток. Вот так вот мы все это с вами возьмем. Вот таким вот образом. И чтобы не бить на столе, вот так вот на весу мы с вами... И, соответственно, после двух ударов у нас никакого люфта больше не остается. Я, конечно, чуть-чуть перебил. И ножницы стали слегка туго зажиматься. Вот, посмотрите, вот здесь вот заметно. То есть руками я их двигать, конечно же, могу, но это доставляет некий дискомфорт. Что мы в этом случае делаем? Мы берем и капаем одну капельку вот так вот масла. В нашем случае растительное, но лучше, конечно, использовать машинное. Машинного у нас под рукой не оказалось, поэтому используем вот так вот растительное. Все, посмотрите. Ножницы как новые, и никакого люфта больше нет. Все, протираем излишки. Вот таким вот образом. И никакого люфта, соответственно, нет. Посмотрите. Это был самый первый немаловажный лайфхак. Как сделать ножницы. Следующий немаловажный пункт — это заточка лезвий ножниц. Соответственно, просто-напросто так вот их взять и наточить очень сложно. Нужно выдумывать какие-то механизмы, потому что здесь выбрать угол невозможно. Надо что-то поднимать, то есть на высоте точить, либо сбоку от стола. Соответственно, я сейчас буду делать это немножко в другом виде. И, соответственно, буду точить ножницы на камне. У меня вот такой вот тысячник, самый дешевый. Продается в интернет-магазине Озон. В Валберес. Заказать его можно из любой точки земли, мне кажется. И придет он вам посылкой. Следующее, что нам нужно с вами сделать. Нам нужно выставить угол. Здесь есть два угла заточки. То есть один вот, максимальный, да, скос. И второй именно уровень заточки. Вот он. Вот нам нужно именно на него. Не пугайтесь. Он будет выглядеть, как будто вы точите ножницы прямо вот. Не точите, а тупите. Соответственно, вот таким вот образом мы с вами будем точить. Но для начала необходимо добавить воду. Для чего добавляется вода? Для уменьшения пыльности, соответственно, для улучшения заточки. Меньше пыли, точнее заточка и лучше. Не обязательно замачивать камень на 10 часов в тазу и так далее. Это совершенно другая история, совершенно другие камни. Выставляем угол. И начинаем вот так вот точить. Можно вот так. Можно вот так. Как вам удобно. Аккуратненько, сильно не нажимая. Вот так вот с вами точим-правим. Потому что особо сильно вы тут камнем тысячным ничего не сделаете. У заводчан данный метод называется синька. В простонародье можно вот так вот, грубо говоря, маркером. То есть вот она, режущая кромка наших ножниц. Мы с вами ее подсвечиваем. Вот таким вот образом. Чтобы мы с вами могли видеть, где происходит у нас заточка. Где мы надавливаем, а где нет. Все, и соответственно начинаем точить. Все, вот таким вот образом, тихонечко, вдоль всего камушка, чтобы камень у нас не выедался в одной стороне. Это также можно сделать на наждачке, если у вас нету камня. Взять наждачку, обернуть ее, либо положить на зеркало. И данным образом также все наточить. Все, посмотрите, видите? Угол у нас заточки идеальный, такой же, как и на заводе. Вот здесь я немножко промахнулся. Но в общем и целом угол я поддерживаю. Соответственно, продолжаем в том же духе.
Все, чуть-чуть поточили. Сбрызнули водой. Как только чувствуем, что камень засыхает, начинаем добавлять воду. Ничего сложного, любая хозяйка с этим справится. Если будете делать все правильно, у вас все обязательно получится. Все, кто пишет, что это полное фуфло и нельзя так точить, пусть идут лесом. Пусть точат на станках. Мы с вами, дорогие друзья, наточим и таким способом. И таким же образом вторую сторону абсолютно так же. Можно вот так вот, хоп, хоп, хоп. Смотрим, видим, что у нас съелось центр, но не заточилось начало. Соответственно, чуть больше придавливаем начало. Все, посмотрите, по всей длине, по всей кромочке нашей режущей мы с вами проточили. С заточкой мы с вами, дорогие друзья, закончили. Теперь два дополнительных совета, чтобы ножницы у нас резали как бритву. Все, убираем камень в сторонку. Посмотрите, какая присутствует проблема, да, в таких вот ножницах. То есть при полном закрытии, вот здесь ручки у нас уже закрылись, кончик ножниц не смыкается. Соответственно, он должен быть вот так вот, да, но он не смыкается. Что мы с вами делаем? И почему это происходит? Ручки выгибаются. Допустим, вот эта вот ручка, вот видите, она уже мягкая совсем. Мягкая, и она уже просела вот в этом месте. Она согнулась. Но здесь есть бабышка, которая упирается в обратную часть ручки, вот здесь. Соответственно, что мы с вами делаем? Берем обычный канцелярский нож. И вот таким вот образом просто срезаем. Аккуратно, оператора чуть не прибило отлетевшим пластиком. И получаем... Что мы с вами получаем? Мы получаем идеально закрывающиеся ножницы. Посмотрите. Даже больше, чем нужно. Третий немаловажный совет — это смыкание вот этих двух полотен. Соответственно, бывает так, что полотна не смыкаются друг с другом. То есть у вас идет, грубо говоря, вот так. Ножницы режут посередине, полотна друг к другу прилегают, а концы летают в воздухе. Соответственно, что мы с вами делаем? Берем ножницы. Во-первых, смотрим, как они у нас соприкасаются. Берем пассатижи, вот таким вот образом. И какие-нибудь длинные круглогубцы. Главное, не переусердствуйте. И чуть-чуть вот так, чик, подогнули. Легонько, не надо сильно, потому что ножницы каленые, могут треснуть и порежетесь. Все, вторую также, хоп, чуть-чуть взяли. И вот так легонько, в другую сторону уже, в обратную от себя. Хоп. Чуть-чуть. Все. Если у вас не режут кончики, соответственно, берем вот эти кончики самые и чуть-чуть вот так, оп, подогнули. С этой стороны, оп, чуть-чуть подогнули. И ваши кончики начнут резать любую салфетку. Соответственно, то есть вот, рез будет до самого конца. Посмотрите. Давайте возьмем следующую. Смотрите, вот. Без лишних слов. Убираем ножницы. Все, ровный абсолютно рез. То есть любую толщины салфетку можно. Раз, два, три, четыре, пять. Также мы можем ее порезать здесь. Любой частью ножниц, то есть вся плоскость ножниц у нас абсолютно заточена и хорошо себя ведет. Посмотрите. Можно толще, да, сделать это. Вот, началом ножниц порезать, вот, посмотрите. Вот такой вот интересный и простой совет мы сегодня с вами протестировали, заточили наши старые ножницы, которыми уже никто практически не пользовался. А теперь мы продолжим ими пользоваться. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, либо покажем какой-нибудь дельный совет. Пока!